В марте прошлого года в Австралии супруги Леа и Оливия Келли, владельцы фермы, помогали своей корове при родах. Опытные скотоводы, известные в округе, они и представить себе не могли, какой сюрприз их ждет. Леа и Оливия посвятили свою жизнь разведению скота, особенно коров, и пользовались заслуженным уважением. Их знания и опыт в животноводстве были общепризнанными, и местные фермеры часто обращались к ним за помощью при рождении телят. Пара Келли была настоящими экспертами в этой области, и их присутствие придавало уверенности всем вокруг. Когда Лео узнал, что его чистокровная герефордская корова беременна второй год подряд, он, естественно, был вне себя от радости. Вместе с Оливией они приступили к подготовке к отелу. Они тщательно наблюдали за коровой, заботясь о ее здоровье и комфорте. Сначала корова оставалась в общем коровнике, где жили другие коровы, так как животные обычно чувствуют себя спокойнее в компании. Однако, заметив, что корова стала менее активной, испытывает дискомфорт и плохо ест, Оливия и Леа решили перевести ее в отдельный загон, чтобы обеспечить ей покой. Беременность протекала нормально, но через некоторое время корова начала потреблять огромное количество корма каждый день. С тех пор, как ее перевели в отдельный загон, она значительно выросла. Если бы супруги были новичками в фермерском хозяйстве, они были бы встревожены быстрыми изменениями, происходящими с их коровой. К счастью, Леа и Оливия сразу же обнаружили причину увеличения веса и усиливающегося голода. Оливия предположила, что корова беременна двойней, учитывая ее размеры и поведение. В прошлом году у этой коровы уже было подобное, поэтому такая догадка была вполне обоснованной. У фермеров было достаточно времени, чтобы подготовиться к появлению двух телят, ведь роды ожидались в ближайшие 3 месяца. Обычно беременность у коров длится около 9 месяцев, но может затянуться и до 10. Леа решил, что стоит начать подготовку за месяц до предполагаемой даты родов, как только появятся первые признаки приближающихся родов. Это связано с тем, что корова, скорее всего, родила бы раньше, если бы носила двойню. Так же, как и у людей, у коров близнецы часто появляются на свет на несколько недель раньше срока. Леа и Оливия, внимательно наблюдая за животным, вскоре заметили приближение родов. Пара оперативно подготовила средства защиты и все необходимые. Корову аккуратно вывели из сарая на свежий воздух. События той судьбоносной ночи в Австралии были слышны даже соседям. Роды были долгими и трудными. Роды тянулись мучительно долго. Наконец, Леа помог появиться на свет первому теленку, в то время как Оливия заботилась о комфорте роженицы. Увидев в руках Леа здорового малыша, они не смогли сдержать радостного возгласа. Оливия приняла теленка, чтобы обтереть его и дать первое питье. Леа же остался с коровой, успокаивая и хваля ее. Обессиленный, он откинулся на спинку стула, ожидая второго теленка. И вот, когда Леа уже начал сомневаться в том, что они правильно определили двойню, вернулась Оливия. Оливия присела к Робину, чтобы поддержать его с возникшей трудностью, но их прервал крик коровы. Похоже, еще один теленок готовился родиться, как раз когда они решили, что все позади. Увидев заботу Леа, Оливия тихонько рассмеялась, и на глаза у нее навернулись слезы. С фермы Келли доносились то радостные, то тревожные звуки, а соседи внимательно слушали. Леа и Оливия вернулись на свои места. Оливия — к голове коровы, а Леа — пониже. После нескольких минут схваток и приведения в порядок теленок появился на свет. Оливия пропела: «Молодец, мама», когда Леа поднял новорожденного малыша, чтобы показать корове. Счастье матери не знало границ. На свет появились двое крепких малышей, мальчик и девочка. Леа и Оливия с младенцами на руках устроились на мягкой траве. Они думали, что их работа закончена, но судьба приготовила им удивительный сюрприз. Корова странным образом оттолкнула своих отпрысков,
Когда они попытались приблизиться к ней в восторженной тишине, воцарившейся после рождения близнецов, корова оставалась в той же позе, что и во время родов, что заставило Оливию задуматься. Учитывая, насколько гладко прошли роды, было несколько странно, что корова, по-видимому, испытывала дискомфорт. Уложив малышей, Лео подошел посмотреть на корову. Он был по-настоящему ошеломлен тем, что увидел. Мужчина наклонился, чтобы удостовериться, что процесс родов у коровы не остановился. Громко окликнув жену, он немедленно вернулся к своей работе. Корова застонала и завыла в агонии, когда он быстро надел свежие перчатки. Оливия тоже действовала быстро, поспешив к ней на помощь и утешение. Пара, охваченная полным изумлением, переживала третьи роды своей коровы. Оливия и Лео зааплодировали, когда стало ясно, что родилась тройня. Лео, не в силах сдержать свой восторг, продолжал кричать «тройняшки», оповещая всех окрестных жителей. Однако, на этом история не закончилась. Процесс родов у коровы еще не завершился, и это зрелище было поистине поразительным. Со слезами восторга и ликующими криками Лео и Оливия принимали участие в рождении четвертого теленка. На этой ферме впервые родились четверняшки. После родов четвертого малыша Лео и Оливия испытали огромное облегчение, увидев, что их корова наконец-то спокойно заснула. За одну ночь фермерская семья чудесным образом увеличилась на 4 телят, а корова-мать уже была на пути к полному выздоровлению. Это событие, ставшее настоящим чудом природы, навсегда останется в памяти семья Келли, и все семья Келли и все соседи запомнят это на всю оставшуюся жизнь, потому что это было настоящее чудо природы. Дорогие зрители, а вам известно, что корова способна рожать четверняшек? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!